Сегодня мы с вами разберем особый тип ВНЖ – гуманитарный ВНЖ. Гуманитарный ВНЖ, или, как его еще по-турецки называют, insani oturma izni, это тип разрешения, который выдается в экстремальных форс-мажорных обстоятельствах. Полный список оснований для получения этого ВНЖ я оставлю в описании под этим видео. Вам не нужно вникать во все эти нюансы, потому что не все подходят для русскоязычной аудитории граждан стран СНГ. Но я приведу несколько ярких примеров, из которых будет понятно, что это такое за форс-мажорные обстоятельства. Например, insani oturma izni может выдаваться в целях защитить интересы ребенка. Например, ребенок, рожденный от турецкого гражданина, совсем еще маленький, нуждается в заботе материнской, в грудном вскармливании и так далее. А его мать, например, просрочила очень сильно вид на жительство, и в отношении мамы было вынесено решение о депортации. Например, а депортировать ее нельзя, потому что тогда кто будет с ребенком? И вот в таких случаях мама может получить, например, insani oturma izni или гуманитарный вид на жительство. Также, например, если в отношении гражданина иностранного было принято решение о депортации, но он не может на данный момент покинуть страну в виде каких-либо обстоятельств, я имею в виду покинуть Турцию, например, он в тяжелом состоянии в больнице, или выезд в его страну на данный момент закрыт по причине коронавируса, войны, тяжелой ситуации политической и так далее. Бывают разные в жизни обстоятельства. В таких случаях он тоже может получить гуманитарный ВНЖ. Гуманитарный ВНЖ выдается сроком на 1 год с возможностью продления. Гуманитарный ВНЖ могут получить даже те иностранцы, у которых просрочен паспорт, в то время как при получении всех остальных типов ВНЖ обязательным условием является действующий загранпаспорт. Гуманитарный ВНЖ не стоит путать со статусом беженца. Это совершенно юридически разные вещи. На ВНЖ можно подать как самостоятельно, обратившись в службу миграционную Göç İdaresi, так и через своего адвоката. Аналогично другим типам ВНЖ, в случае получения отказа вы имеете право подать на апелляцию в течение 60 дней с момента вынесения решения об отказе. Я надеюсь, дорогие мои подписчики, что вы не будете никогда в таком экстремальном положении, в форс-мажорной ситуации. Надеюсь, вы все следите за продлением своего ВНЖ, визы и так далее. И мы с вами сегодня говорим об insani oturma izni только для общего развития вашей юридической грамотности на территории Турции. Просто знайте, что есть такое, но старайтесь в такие ситуации не попадать. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить полезные, интересные видео. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующих роликах.